Всем большой и пламенный привет! Готовы приступать к садовым делам? Пока рассада еще набирает силу, а снег начал таять, самое время подготовить почву к плодородию, удобрить ее и заодно многолетники, кустарники и деревья. Для весеннего минерального удобрения по снегу подойдут кальциевая селитра, содержит азот и кальций, 1 горсть на 1 квадратный метр участка. Аммиачная селитра дает азот растениям на первой стадии роста. Это то, что нужно, особенно многолетникам, деревьям и кустарникам. Любое комплексное удобрение типа азофоска, суперфосфат – это простое удобрение, быстро проникает в почву и улучшает функционирование корневой системы, стимулируя плодородие, благоприятно сказывается на количестве плодов, на вкусовых качествах ягод, а также обилии цветоносов у многолетних цветов. Следующий этап – ранняя весенняя обработка плодовых деревьев и кустарников. Она проводится в марте при температуре выше плюс 5 градусов до момента набухания почек. Эта обработка от грибковых заболеваний подходит медный купорос 3%, бордосская смесь 3-4%, либо 50 грамм медного купороса и 700 грамм мочевины. 300 грамм на 10 литров воды разводим. Разрыв между обработками от грибковых заболеваний и вредителями должен составлять не менее 7-10 дней. Сначала мы обрабатываем от грибковых заболеваний растения, затем от вредителей. Профилактика – это карбофос 30+, в нем содержится вазелиновое масло. Поэтому обрабатываем растения и кустарники без листьев, так как покрывает пленкой растения. Если на растениях уже есть листья, то оно не сможет создавать воздухообмен и наступит хлороз. Поэтому хвойные деревья препаратом 30+ мы не обрабатываем, только безлистные растения, только на стадии почкообразования. Хвойники обрабатываем 1% раствором медного купороса. Иначе, если будет высший процент, мы можем сжечь хвою. Сад подготовлен, почва удобрена, деревья обработаны. Пришло время посадить в кашпо с семенами алисум. Таким же образом буду сажать и пересаживать рассаду в кашпо. Смешиваю 1 к 1 чернозем и субстрат, состоящий из верхового торфа некислого, среднего торфа и 5% разрыхлителя агроперлит. В сухой форме все перемешиваю. На дно кашпо дренаж в 2-3 см и засыпаю почвосмесью. В воду добавляю на 2 литра воды 10 мл фитоспорина, чтобы снизить вероятность грибковых заболеваний, плюс 1 капля циркона для улучшения корнеобразования и для стимуляции быстрого прорастания растений. А для быстрого размягчения семенной коробочки добавляю в воду 2 мл 3% перекиси водорода, вода комнатной температуры и смачиваю ей грунт. Он получается воздухопроницаемый, питательный, туда еще можно добавить цветочное пролонгированного действия удобрения. В такую почву буду высаживать цветочную рассаду, а сейчас рассыпаю по поверхности, не заглубляя. Прикрываю пленкой для создания микросреды для проращивания. После того, как семена проклюнутся, чтобы никто не сгрыз росточки, сооружаю тепличку. Вставляю 3 палочки и обматываю пищевой пленкой вокруг них. И микроклимат сохранит, и от любителей защитит. Температура воздуха в ночные часы начинает доходить до плюс 5 градусов, а это значит, что можно начинать выносить рассаду на закаливание. И пока рассада адаптируется к температуре, влажности, солнышку, прямым солнечным лучам и закаливается в неотапливаемом помещении, пора подготовить клубнику к обильному плодоношению. Убираем укрытие после зимовки, удаляем сухие листья и вокруг растения рыхлим землю и вносим, подкапывая органо-минеральное удобрение. Можно специализированное для клубники, а можно универсальное для плодово-овощных культур.
той фирмы, которой вы доверяете. Подкормки производятся до цветения, после цветения и после сбора урожая, если садовая земляника плодоносит один раз. Ремонтантную клубнику подкармливаем каждые 2 недели. Нам еще важно плодородие кустарников, их мы тоже будем подкармливать. В момент набора соцветий нам потребуется раствор картофельного крахмала, а это для них глюкоза, которая заложит крупные и сладкие плоды для нашего урожая. Кормим смородину 3 раза: в момент набора бутона, после цветения и в момент созревания. Крыжовник 2 раза: после цветения и в момент созревания. В этом сезоне поздняя весна с возвратными заморозками, поэтому я не спешила высаживать цветочную рассаду и тем более помидоры и перец. Но температура почвы достаточно прогрелась до 15 градусов и можно приступать. Спланировала схему посадки растений: фоновые высокорослые, средний план среднерослые, плюс низкорослые цветы. Для удобства выписала себе таблицу, плюс у меня будут еще и высокорослые акценты. Для лучшего проращивания и приживаемости семян, которые будут посажены в открытый грунт, присыпаю грядки торфосмесью. Она легкая и воздухопроницаемая. Проливаю посадочное место водой. Первыми на очереди цветы из семян, которые подходят для прямого посева в открытый грунт. Высокорослая махровая однолетняя космея создаст цветущий фон. Произвольно рассыпаю семена, плюс использую те, что собрала с прошлого сезона. И следом заделываю грядку, чтобы муравьи не растащили семена. Стараюсь заглублять семена космеи не более чем на 5 см. Самосборные бархотки, они низкорослые, комплементарны к любым цветам, цветут около месяца, абсолютно неприхотливы. Грядку также прикрываю легким грунтом. Следующая грядка также фоновая, с разновидностями махровых маков, плюс добавлю те семена, которые собрала в прошлом сезоне, потому что в одном пакетике уж очень мало семян. Рядом с маками для изобилия оттенка плюс более плотно выглядящего фона размещаю васильки. Они на 7-10 см ниже по высоте маков, поэтому друг другу не будут мешать, но будут создавать очень красивый плотный фон. Второй год сею васильки через собственно сборные семена. Их можно сажать плотно. Семенами в открытый грунт сею георгины. Распределяю семена на расстоянии в 10 см. Вот они любят пространство между друг другом. А эти цинии самосборные сажаю плотно. В групповой посадке они смотрятся как цветущий бордюр. Аккуратно заделываю грядку на 2-3 см почвой. А теперь переходим к рассаде. Низкорослые акценты у нас в ход идут: петуния. Подготавливаю для нее лунку размером с горшочек. Обминаю стаканчик, чтобы минимизировать повреждение корневой системы. Присыпаю слегка, обжимаю для контакта корневой системы с новым посадочным местом. И делаю круговую лунку для полива. По той же схеме высаживаю рассаду однолетнего дельфиниума. А здесь начала облагораживать грядку с сухоцветами.
На следующей цветочной клумбе сажаю через рассаду сальпиглоссис. Высокорослый однолетник. Полив улучшит контакт корневой системы с почвой. В этом году выросло очень много тыквы на палочке, поэтому распределяю ее по разным частям цветника. Немного можно заглублять точку роста, чтобы ветер не сломал ростки. Петунии из наших семян очередной сезон будет радовать. Кустик массивный получился, с хорошо развитой корневой системой. Полив через лунки удобен и не задевает стебли. Размечаю следующую часть для посадок. Высокорослая букетная статица украсит фоновую часть. Отлично развита корневая система, чтобы обеспечить хорошую приживаемость на новом месте. И еще один схожий смесевый сорт статицы. И в компанию к ним кустистый низкорослый львиный зев. Цветет с июня по сентябрь, неприхотлив и морозостойк. Полив завершает посадку. Ура! Сделано! Пусть все посаженное у вас вырастет и порадует.